Глава 1, в которой мы знакомимся с Винни-Пухом и несколькими пчелами. Ну вот, перед вами Винни-Пух. Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином, головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком. Бум, бум, бум. Другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему, правда, кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредоточиться-то ему и некогда. Как бы то ни было, вот он уже спустился и готов с вами познакомиться. Винни-Пух, очень приятно. Вас, вероятно, удивляет, почему его так странно зовут. А если вы знаете английский, то вы удивитесь еще больше. Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер Робин. Надо вам сказать, что когда-то Кристофер Робин был знаком с одним лебедем на пруду, которого он звал Пухом. Для лебедя это было очень подходящее имя, потому что если ты зовешь лебедя громко «Пух! Пух!», а он не откликается, то ты всегда можешь сделать вид, что ты просто понарошку стрелял. А если ты звал его тихо, то все подумают, что ты просто подул себе на нос. Лебедь потом куда-то делся, а имя осталось. И Кристофер Робин решил отдать его своему медвежонку, чтобы оно не пропадало зря. А Винни так звали самую лучшую, самую добрую медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень любил Кристофер Робин. А она очень-очень любила его. Ее ли назвали Винни в честь Пуха, или Пуха назвали в ее честь, теперь уже никто не знает. Даже папа Кристофера Робина. Когда-то он знал, а теперь забыл. Словом, теперь Мишку зовут Винни-Пух. И вы знаете почему. Иногда Винни-Пух любит вечерком во что-нибудь поиграть. А иногда, особенно когда папа дома, он больше любит тихонько посидеть у огня и послушать какую-нибудь интересную сказку. В этот вечер... «Папа, как насчет сказки?» — спросил Кристофер Робин. «Что насчет сказки?» — спросил папа. «Ты не мог бы рассказать Винни-Пуху сказочку? Ему очень хочется». «Может быть, и мог бы», — сказал папа. «А какую ему хочется? И про кого?» «Интересную. И про него, конечно. Он ведь у нас такой медвежонок». «Понимаю», — сказал папа. «Так, пожалуйста, папочка, расскажи». «Попробую», — сказал папа. И он попробовал. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, Винни-Пух жил в лесу, один-одинешенек, под именем Сандерс. Что значит «жил под именем»? Немедленно спросил Кристофер Робин.
Это значит, что на дощечке над дверью было золотыми буквами написано «Мистер Сандерс», а он под ней жил. «Он, наверное, и сам этого не понимал», — сказал Кристофер Робин. «Зато теперь понял», — проворчал кто-то басом. «Тогда я буду продолжать», — сказал папа. Вот однажды, гуляя по лесу, Пух вышел на полянку. На полянке рос высокий, превысокий дуб. А на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. Жжж. Винни-Пух сел на траву под деревом, обхватил голову лапами и стал думать. Сначала он подумал так. Это жжж неспроста. Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может. Значит, тут кто-то жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. Потом он еще подумал и сказал про себя: а зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. Тут он поднялся и сказал: а зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так, не иначе. И с этими словами он полез на дерево. Он лез, и все лез, и по дороге он пел про себя песенку, которую сам тут же сочинил. Вот какую. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Вот он влез еще немножко повыше, и еще немножечко, и еще совсем-совсем немножко повыше. И тут ему пришла на ум другая песенка-пыхтелка. Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда и не подумали так высоко строить дом. И тогда, конечно, если бы пчелы это были мишки, нам бы, мишкам, было незачем лазить на такие вышки. По правде говоря, Пух уже порядком устал, поэтому пыхтелка получилась такая жалобная. Но ему осталось лезть уже совсем-совсем немножко. Вот стоит только влезть на эту веточку и... Трах! «Мама!» — крикнул Пух, пролетев добрых 3 метра вниз и чуть не задев носом о толстую ветку. «Эх, и зачем я только?» — пробормотал он, пролетев еще 5 метров. «Да ведь я не хотел сделать ничего попытался он объяснить, стукнувшись о следующую ветку и перевернувшись вверх тормашками. «А все из-за того, — признался он наконец, — когда перекувыркнулся еще 3 раза, пожелал всего хорошего самым нижним веткам и плавно приземлился в колючий, преколючий терновый куст. Все из-за того, что я слишком люблю мед. Мама!» Пух выкарабкался из тернового куста, вытащил из носа колючки и снова задумался. И самым первым делом он подумал о Кристофере Робине. «Обо мне?» — переспросил дрожащим от волнения голосом Кристофер Робин, не смея верить такому счастью. «А тебе?» Кристофер Робин ничего не сказал, но глаза его становились все больше и больше,
а щеки все розовели и розовели. Итак, Винни-Пух отправился к своему другу Кристоферу Робину, который жил в том же лесу, в доме с зеленой дверью. «Доброе утро, Кристофер Робин!» — сказал Пух. «Доброе утро, Винни-Пух!» — сказал мальчик. «Интересно, нет ли у тебя, случайно, воздушного шара?» «Воздушного шара?» «Да, я как раз шел и думал, нет ли у Кристофера Робина случайно воздушного шара. Мне было просто интересно, зачем тебе понадобился воздушный шар?» Винни-Пух оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, прижал лапу к губам и сказал страшным шепотом: «Мед!» «Что-что?» «Мед!» — повторил Пух. «Кто же это ходит за медом с воздушными шарами?» «Я хожу». Ну, а как раз накануне Кристофер Робин был на вечере у своего друга Пятачка. И там всем гостям дарили воздушные шарики. Кристоферу Робину достался большущий зеленый шар, а одному из родных и знакомых кролика приготовили большой-пребольшой синий шар. Но этот родственник и знакомый его не взял, потому что сам он был еще такой маленький, что его не взяли в гости. Поэтому Кристоферу Робину пришлось, так и быть, захватить с собой оба шара, и зеленый, и синий. «Какой тебе больше нравится?» — спросил Кристофер Робин. Пух обхватил голову лапами и задумался глубоко-глубоко. «Вот какая история», — сказал он. «Если хочешь достать мед, главное дело в том, чтобы пчелы тебя не заметили. И вот, значит, если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя. А если шар будет синий, они могут подумать, что это просто кусочек неба, и тоже тебя не заметят. Вот вопрос, чему они скорее поверят? А думаешь, они не заметят под шариком тебя?» «Может, заметят, а может и нет», — сказал Винни-Пух. «Разве знаешь, что пчелам в голову придет?» Он подумал минутку и добавил: «Я притворюсь, как будто я маленькая черная тучка. Тогда они не догадаются». «Тогда тебе лучше взять синий шарик», — сказал Кристофер Робин. И вопрос был решен. Друзья взяли с собой синий шар. Кристофер Робин, как всегда, просто на всякий случай захватил свое ружье. И оба отправились в поход. Винни-Пух первым делом подошел к одной знакомой луже и как следует вывалился в грязи, чтобы стать совсем-совсем черным, как настоящая тучка. Потом они стали надувать шар, держа его вдвоем за веревочку. И когда шар раздулся так, что казалось, вот-вот лопнет, Кристофер Робин вдруг отпустил веревочку, и Винни-Пух плавно взлетел в небо и остановился там, как раз напротив верхушки пчелиного дерева, только немного в стороне. «Ура!» — закричал Кристофер Робин. «Что, здорово?» — крикнул ему из поднебесья Винни-Пух. «Ну, на кого я похож?» «На медведя, который летит на воздушном шаре». «А на маленькую черную тучку разве не похож?» — тревожно спросил Пух. «Не очень.
Ну ладно, может быть, отсюда больше похоже. А потом, разве знаешь, что придет пчелам в голову? К сожалению, ветра не было, и пух повис в воздухе совершенно неподвижно. Он мог чуять мед, он мог видеть мед, но достать мед он, увы, никак не мог. Спустя некоторое время он снова заговорил. «Кристофер Робин!» — крикнул он шепотом. «Чего?» «По-моему, пчелы что-то подозревают». «Что именно?» «Не знаю я, но только, по-моему, они ведут себя подозрительно. Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед?» «Может и так. Разве знаешь, что пчелам в голову придет?» Вновь наступило недолгое молчание. И опять послышался голос Пуха. «Кристофер Робин!» «Что? У тебя дома есть зонтик?» «Кажется, есть». «Тогда я тебя прошу, принеси его сюда и ходи тут с ним взад и вперед, а сам поглядывай все время на меня и приговаривай. Тс, тс, тс. Похоже, что дождь собирается. Я думаю, тогда пчелы нам лучше поверят». Ну, Кристофер Робин, конечно, рассмеялся про себя и подумал: «Ах ты, глупенький Мишка!» Но вслух он этого не сказал, потому что он очень любил Пуха. И он отправился домой за зонтиком. «Наконец-то!» — крикнул Винни-Пух, как только Кристофер Робин вернулся. А я уже начал беспокоиться. Я заметил, что пчелы ведут себя совсем подозрительно. «Открыть зонтик или не надо?» «Открыть, но только погоди минутку. Надо действовать наверняка. Самое главное — это обмануть пчелиную царицу. Тебе ее оттуда видно?» «Нет». «Жаль, жаль. Ну тогда ты ходи с зонтиком и говори: тс, тс, тс. Похоже, что дождь начинается. А я буду петь специальную Тучкину песню. Такую, какую, наверное, поют все тучки на небесах. Давай!» Кристофер Робин принялся расхаживать взад и вперед под деревом и говорить, что, кажется, дождь собирается. А Винни-Пух запел такую песню. «Я тучка, 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 я вовсе не медведь. Ах, как приятно тучке по небу лететь! Ах, в синем-синем небе порядок и уют, поэтому все тучки так весело поют». Но пчелы, как ни странно, жужжали все подозрительнее и подозрительнее. Многие из них даже вылетели из гнезда и стали летать вокруг тучки, когда она запела второй куплет песни. Одна пчела вдруг на минутку присела на нос тучки и сразу же снова взлетела. «Кристофер! Ай, Робин!» — закричала тучка. «Что?» Я думал и, наконец, все понял. Это неправильные пчелы. «Да ну, совершенно неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Правда?» «Ну да. Да, так что мне, скорее всего, лучше спуститься вниз». «А как?» — спросил Кристофер Робин. Об этом Винни-Пух как раз еще и не подумал. Если он выпустит из лап веревочку, он упадет и опять бумкнет. Эта мысль ему не понравилась. Тогда он еще как следует подумал и потом сказал: «Кристофер Робин, ты должен сбить шар из ружья. Ружья у тебя с собой?» «Понятно, с собой.
— сказал Кристофер Робин. «Но если я выстрелю в шарик, он же испортится. А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я», — сказал Пух. Конечно, тут Кристофер Робин сразу понял, как надо поступить. Он очень тщательно прицелился в шарик и выстрелил. «Ой-ой-ой!» — вскричал Пух. «Разве я не попал?» — спросил Кристофер Робин. «Не то чтобы совсем не попал», — сказал Пух, «но только не попал в шарик». «Прости, пожалуйста», — сказал Кристофер Робин и выстрелил снова. На этот раз он не промахнулся. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю. Правда, лапки у него совсем одеревенели от того, что ему пришлось столько времени висеть, держась за веревочку. Целую неделю после этого происшествия он не мог ими пошевелить. И они так и торчали кверху. Если ему на нос садилась муха, ему приходилось сдувать ее. Пух! Пух! И может быть, хотя я в этом не уверен, может быть, именно тогда-то его и назвали Пухом. «Сказке конец?» — спросил Кристофер Робин. «Конец этой сказки. А есть и другие. Про Пуха и про меня, и про кролика, и про пятачка, и про всех остальных. Ты сам разве не помнишь?» «Помнить-то я помню, но когда хочу вспомнить, то забываю. Ну, например, однажды Пух и Пятачок решили поймать слона-потама. А поймали они его? Нет. Где им? Ведь Пух совсем глупенький. А я его поймал? Ну, услышишь, узнаешь. Кристофер Робин кивнул. Понимаешь, папа, я-то все помню, а вот Пух забыл. И ему очень-очень интересно послушать опять. Ведь это будет настоящая сказка, а не просто так, вспоминания. Вот и я так думаю. Кристофер Робин глубоко вздохнул, взял медвежонка за заднюю лапу и поплелся к двери, волоча его за собой. У порога он обернулся и сказал: «Ты придешь посмотреть, как я купаюсь?» «Наверно», — сказал папа. «А ему не очень больно было, когда я попал в него из ружья?» «Ни капельки», — сказал папа. Мальчик кивнул и вышел. И через минуту папа услышал, как Винни-Пух поднимается по лесенке. Бум, бум, бум. Мы вместе прочитали еще одну главу удивительной сказки. Если тебе понравилось, ставь палец вверх под видео и подписывайся на канал.